Всем привет! Вы на канале Team Spirit Chess, и сегодня у нас состоится необычное мероприятие. Мы будем играть с наиболее сильными ботами ческома. Я и Даниил Дубов. Думаю, будет интересно. Надеюсь, вам понравится. Посмотрим, каков уровень сильнейших ботов и насколько он соответствует игре действующих исторических игроков. Так, ну что, давайте начнем. Мы играем белыми фигурами. Ну, сыграем Е4, например. Ты не против, Даня? Нет. Так, давай, как здесь двигать-то? Ой. Что-то я не привык, просто всегда мышка под рукой. Так, Е4, Е5. Конь F3. Так, D6. Это у нас такая старая система. Защита Филидора, кажется, называется. D4, F5. Это уже в духе гамбита Яниша в испанской партии. Так, и что мы здесь делаем, интересно, на F5? Какие у белых есть возможности? Висит пешка на Е4. Можно пойти конь С3, но в случае конь С3 нужно считать вариант Фе, конь Е4, Д5, конь Е5, Де, ферзь H5. На что черные отвечают G6, и возникает сложная позиция. В целом, наверное, выгодная для черных. В то же время можно пойти ЕФ. Наверное, ЕФ лучше. Ну, конь С3 пойди все-таки, ладно? Конь С3, да? Ну, давай конь С3, я не против. Спасибо. Опа, конь С3. Конь F6, вау. В варианте Фе, конь Е4, Д5, конь Ж5, H6, у белых есть ход конь F7. Это, в принципе, известно много довольно лет, по-моему. Да, выглядит блестяще, да. Потрясающе, Ну, согласен. Это не моя заслуга, я просто знаю. Да, ну это такой мощный ход в конце варианта, конь F7, да. Такое можно не заметить время от времени. Так, ну, у нас вот позиция после конь F6. Конь F6 — это настоящий сюрприз. Ход, который может повернуть в шок, на мой взгляд. Потому что, ну, у черных и так была рискованная позиция, а после конь F6 она вдвойне рискована. Так, ну, наверное, ДЕ побьем, да? ДЕ хочется как-то. Конь Е4, да. Удивительная игра черных. Я думаю, что Пол Морфи играл сильнее, если честно. То есть у меня такое стойкое ощущение пока что. Пол Морфи ровно так играл. Да, ну... Это, мне кажется, просто ровно по его партии, пока они бот играют. Даже так, да? Да, это дебютная база просто. Фантастика. Ну, хорошо. Это у них был популярный дебют туда, да, там до 6-5. Третий ход F5, да, вот как раз? Угу. Так, и что мы здесь делаем? Какие вообще ходы кандидата у нас есть? Ну, можно побить конь Е4, Фе, конь G5. На что черным, честно говоря, дорог хороший совет. Наверное, D5 они хотят пойти. А после D5 можно Е6 рассмотреть, и грозит конь F7. А если ферзь черных уйдет с поля D8, то мы выиграем пешку на D5. Наверное, это хорошая реакция за белых. Еще можно пойти как-то слон c4 и сделать рокировку. Ну, давай конь Е4. Давай. Ну, там конь G5, конь С6, я думаю, он пойдет. Ну, Конь c6, да? ну и пускай. Ну да. Е6 как там. минимум ЕД, да? Да. Или Е6. Сейчас. Конь Е4, Фе. Так, ну конь G5 напрашивается, да? Да, действительно, конь c6. Как я его читаю. Да, может быть слон c4, ну какая идея там? c6, d5, может, черные хотели? Наверное, да. Да, здесь конь c6, так. Ну, очевидно, черные хотят конь e5 побить следующим ходом. Так, ну у белых есть позиционный путь, то есть побить на d6 и постараться выиграть пешку на e4. Может быть ед, слон d6, слон c4, конь e5, да, вот так. И где-то черные потом слон g4 выскакивают, и определенная контр-игра у них есть. Где-то слон F5, да, в принципе, тоже легальный ход, там может ферзь D5, только тут смысл есть тоже. Да, ЕД, слон F5 тоже заслуживает Короче, еще у нас внимания. выбор-то реально. ЕД и Е6, наверное, да, так глобально. Угу. Ну, слон B5, да, еще? Слон B5, да, еще есть. Слон B5 хитрый ход, да? Слон B5 как-то культурно, да, так развиться пока? Слон B5, D5, наверное, да, что там? C4, слон B4, шаг, да, например. Немножко мутная позиция получается. Как раз в стиле Морфи, видимо. Ну ладно, я чувствую, что хочешь побить ЕД, тогда бей, я не против. Не, ну можем и Е6, в принципе, Е6 веселее, но ЕД такой более контролируемый путь, мне кажется. ЕД просто при случае у нас не лучше, мне кажется, уже я вообще не понимаю. Может, на копейку, да, ЕД, слон D6, то есть тут... Ну, давай, ладно, хорошо, я вижу, как Тебе Е6 больше нравится, да? Мне больше нравится просто не ЕД, но хорошо, давай ЕД, как бы... Ну, давай начнем с ЕД, а в Давай, следующей партии поострее сыграем. О, это праздник просто, ферзь D6. Я чувствовал, что ты обрадуешься, да. Ферзь D6, это приятный сюрприз такой. Приятный, да. Правда, у черных нормально, там конь Е4, конь Б4, он хочет пойти. Даже так, да.
Я думал, слоном. Не, я тоже думал слоном, да. Это, Так, ну, наверное, пешку я заберу. наверное, заберешь. Что здесь? d5, да. Не, ну можно пойти конь g3, тем самым отнимая поле f5 черного слона. Мгм. Наверное, конь g3 ход культурный. Кстати, прикольно он играет, да? Сейчас конь b4, слон c5. Да-да-да. Вообще логика есть в том, что он делает, кстати. Можно пойти король d1 пока, наверное. Потом отогнать коня. Мгм. Наверное, слон b5, слон d7 нет смысла. Черные фигуры быстрее развиваются. А король d1, наверное. Слон c5. Кстати, вполне не глупая игра, да. То есть Догадался Штирлиц. нормальная игра такая, да. Ну, определенная компенсация есть в черном. Мгм. Так. Так, но тем не менее, здесь может шах умно выглядеть, потому что слон b5, слон d7, ладья e1. Наверное, шах мы дадим. Ну, он, наверное, королем закончит, пойдет. Нет. Окей. Я думал, король f7, честно говоря. Я тоже знал. Ладья e1, король d8. Так, ну теперь мы можем пойти Шаг- слон g5, да? Шажок, да, хочется пока. Слон g5 хочется. Да, король c7. Так, что, типа, смертельный номер. Будем ли мы пытаться посчитать ход слон e7? К сожалению, я его уже увидел, теперь придется об этом думать. Придется считать, да? Да. Слон e7, да, там слон f2 какой-то. Ну да, слон f2, что там, слон d7, слон e1. Да, и конь на b4 защищен, да? Хода нет, да? Король e1, конь c2. Ну, кстати, слава богу, да? Ну, у белых приятный выбор, да, то есть можно дать шаг на f4, слон f4. Мгм. Что еще можно? Слон f4, видимо, король c8 пойдут. Да? Мгм. Может, какие-то еще более Слушай, ну ладно, хитрые мы ходы как-то, есть? по-моему, как-то излишне уважительно, нет? С Не, ним, ну все-таки полуморфия играет. Ходи как-нибудь там просто. Да, слон f4. А, даже король d8. Может, проверим его пока? Там еще шажок. Узнаем на будущее, как ведут себя боты вообще. в Не, ну Штуце. мне кажется, он пойдет король c7 обратно. Ну, хорошо, мы Хочешь пока... проверить? Да, Давай. да, пока ничего не теряем. Да, король c7. Ну, вот теперь слон f4, король d8 и какой-нибудь ход. Да, и теперь подумаем. Советская школа. Да, Морфи уже понимаете, что без одной ничего неплохой результат. Окей. Ну, учитывая то, что еще на d5 слабая пешка, да. Мгм. Здесь много минусов. Так, висит на f2 у нас, да. Ну, бей на d7, у тебя другого хода все равно нет. Или есть? Я просто не вижу. Ну да, придется бить. Мгм. Так, и, не знаю, а3 может. Или, кстати, слон d2 еще довольно умно. Слон на f4 как-то подставляется под нападение в дальнейшем. Там, Мгм. ладья f8. Да, слон d2 прикольно. D2 хорошо. Давай. Может, коня наш один, что нет? Конь h1, да? Ну, какой-то смысл был, да, кстати? Не, ну при случае, да. Я больше в порядке шутки, но так. Кстати, после конь h1 позиция белых может по-прежнему получше даже. Ну, за счет Ну да, пешки, да. да. А что там очень крепко, да? Ну, можно пешечку на всякий случай увести из-под боя, не знаю. Давай. Давай f3 давай, пойдем. давай Ход увидим. надежный. Вообще. Правда, мы ослабили поле e3 потенциально, да? Там d4, конь d5. Господи, нет. Ну, d4, конь e4. Мгм. Так, ну можем побить и c3, наверное, короля на d2 так постепенно. Слона немножко жалко. Я не понимаю, зачем бить, но бить как Не нравится. обязательно, Там да, вовсе не обязательно. Слон d6, он там как начнет, да, там ладья 6. А, да, кстати, король d2 даже не пойти, там слон f4. Ну, правда, король d3 в конце, ладья e3, король d4. Не, я но- просто не понимаю, что за вообще, ну мы же можем просто как-то выйти, нет? Как-то по-человечески, то есть от чего мы защищаемся-то? Ну, Какой-то ход конь h5, кстати. Конь есть. h5 А, конь есть, H5. А, ладья да. e1 у черных, кстати, идея. Между прочим. То есть он создал угрозу. ой-ой-ой, это мы неплохо. Кстати, прикольный ход есть, слон c3, как-то d4 вызвать, потом побить коня на e4. Может, слон c3 пойдем? Ну, давай, может, 6 он придумал. Даже 6 пойдет. Ну, прикольно, действительно. Так, если мы пойдем... А, король d2 нельзя, слон e3, да? Почему нельзя? Придется обратно ходить. Ну да. Так, ну, можно как-то коня все-таки переводить. Не знаю, куда, правда. Не всем понятно, да, как-то Куда его переводить вообще? как-то надо подготовить король d2, да? То есть все-таки может от Может, как-то А3, 3, да, но он, правда, уйдет, как-то наиграли мы немножко. может, пока не поздно побить на b4, упростить позицию. Ну, давай, Кстати, давай. как тебе перевод? Там c3, ладья c1, ладья c2. Может, так? Вау. Правда, умнее было сделать при пешке на g7 это, наверное. Ну... А, хотя нет, там где-то ладья e6, ладья g6. Может, наоборот, мы как-то хитро сыграли. Да, ладья c1. Давай. Так, ну, ладья c2. Так, ну все, в общем, тут я уже дальше сам. Это ты делаешь лучше. И всегда делаю лучше. Это как бы Так, ну, дальше я смотрю просто. Самое главное, конь e2 не сыграть, на что слон h2 последует. На самом деле, и это, вероятно, неплохо. G3 там, да, но... Да, ну g3 как-то он отойдет, Ну, не знаю, король как бы d6 не там. понятно, зачем, да, просто. Да, на да. f3 подвисает. Мгм. Ладья e2, наверное. Так, ладья f4. Ну, коня уводим, конечно. Так, d4.
Можно обратно ладья c2 вернуться. Такой стильный ход. Ну, Знаешь, мне кажется, всю свою жизнь я смотрю, как ты вот как бы играешь эти эншпиля, вот примерно. пешка просто- лишняя. Да. Конь на f1, там все Не, ну мы его крепко. переведем, он скоро на e4 будет. Я Ладья не, d3 пока. я не сомневаюсь, я столько раз это видел, я знаю, что мы его переведем. Кстати, грамотный ход, то есть вызывает пешку на a3. Офигенный ход вообще. Ладно, ходи уже как-нибудь. Подожди. Да, Если можно- пойти конь d2, то король e6, видимо. И там конь e4 будет ход. Ну, правда, конь d2, проблема, что король c6 он пойдет и на h2 подвисает. Ну, Король нет. e7, может пойти там любой ход. Да, король e7 тоже. Нет. Так рисковать мы не будем, а3 пойдем. Не будем. Ход конем вперед это too much. Так. У черных, кстати, идея b5, b4, идем пешечки подменять. Ну, h3 пока. Ну, мы там 3 на 2, если что, его там 200 ходов там проверим. Точно. Так, ну что делаем здесь? Кстати, он молодец, хорошо обороняется пока что. Так, ну, какие Морфей. возможности у белых? Ладья b3 или король c2? Если прочувствовать Владика, да, получить какой-нибудь эншпиль похуже, Владик бесконечно играет, что говорит, молодец, например, да? В принципе, так бы и было. Так, ну все. Все, вывели коня, ура. Блин, На коне e4, ладья c2. Да? не совсем вывели, да. Ну, что Так, делать? ну что-нибудь придумаем. Короля на b1, что ли? Ну, там снова пойдут Не, на можно d7. король d3, ладья d7, король e3 пока. Вот так. Ну, я тут вообще как бы... В целом я со старта партии себя чувствую больше таким, не то что консультантным, вопрос зрителям, в эншпиле особенно. Это как бы... 6 странных ход, кстати. Я думал, ладья c7 обратно он вернется, или там слон d4 даст. Так, если конь e4, то b6, очевидно, и проблема с пешечкой у нас наблюдаем. Вообще в идеале поставить коня на c4, пешку на a4, ладью убрать, пешку на b3. Вот это оптимальная расстановка была бы, мне кажется. Давай короля уведем пока. Давай, мы же не торопимся. Коня на e3, может. Давай. Соображает. Я понял свою роль. Я на любое предложение просто Владика я буду говорить «да». Кстати, h4 хороший ход, мне кажется, да. Цепляем немножко фланг. Так, и что он хочет таким образом? Ну, hg побьем. Да, просто король g5 он хочет. Ладья b5 шах, если. Король g6, да, наверное? Не, ну цепка игра, кстати, да. Нужно отдать должное сопернику, Не такой тупой, да? Или что? безусловно. Там ладья e7, только не земи где-нибудь. Давай еще проверим. Ладья b4, Давай, король g5. давай. И ладью на e4 видим. Давай, отлично. Игра надежная. Так, ладья e7 он дает возможность нам. Мне кажется, ладья d8... так у нас обхитрил немножко. Обратно, ничего не обхитрил. Все нормально. Похоже, он читает тактику лучше нас. Удивительно. Я бы сказал, похоже, он просто ее считает, то есть... Боюсь, этого достаточно. Ладно, А4, да, я чувствовал, что Владик, ладно, пока не получилось там. Так, b3 пошел. Так. А, ладья e6, кстати. Так, ладья e6, Ну, b5, он видимо, хочет да? пойти, да. Ладья e6, b5, опять, может, вот так как-то. Угроза же нет все равно. Ну, Давай. нет, да, к сожалению. Мгм. Ну, Так, давай. ну пока, кстати, проблема с планом у нас, да? Может, как-то его Не, обхитрить ну на здесь? самом деле мы где-то же можем конь f1 уйти. Так, вот сейчас момент X, я чувствую, может, конь d5, ладья c2, король d3, ладья d2, да? Непонятно, чего мы добиваемся. Я просто раз момент X, я не дышу и не мешаю. Тут А, на- кстати, ладья e7 можно попробовать. Немножко обхитрить его. Так, это он что делает тут? А, может, он правильно играет? Так, а если король e3, ладья c3, король e4, ладья b3, может, как на активность там сыграть? Мгм. Непонятно как, правда, Ну, f4, понятно, король как f6, бы. да? Ну, ладья e6 там, да, можно заудить. Не, давай как-то, ладья да? e3. Ну, Ладья c2, c2, король да. f1. h3, может, хороший ход был. Да, ладья b2, я думаю, отличный ход. А, очень. так, король g1, король h2, но на король g1 h3 как раз последует. Мгм. Так, ну ничего, это не трагедия. Так, может, ладья Там, d3. кстати, h3, там f4 шаг, да, там еще 200 раундов, на самом деле. Там как бы можно... Можно обхитрить, да? Можно проверить пацана, да, там. то есть, Кстати, еще ладья e5 прикольный ход. С идеей на король f6, ладья h5 да, да. и эту пешечку выиграть. Говорят, что и после Нового года Владик сидел и, в принципе, давил в ладейном Ладья e5, сморфе. да. Так, я там что-то странно пошел. Ну, кстати, на ладья e5 проблема с ходом у черных. На король f4, ладья e4, там перевод ладьи на b4 будет. То есть ладья e5, может, разумный ход был. Не, ладья e5 отлично, просто так-то у него, по идее, наверное, Так, совсем... куда? На плохо. e4, наверное, да, и королем обходим постепенно. Мгм. Так, и немножко наиграли, может, нет, f4. Да, не, вроде нормально, да. А, Ну, король ну, f5 неудачный ход, да? Да, шпилем. Так, ладья b5, естественно. Так, как там Причем, ска- естественно, ну ладно, хорошо. Что здесь делаем? Ну, кстати, ладья b5 не обязательно было. Да, почему король в 3 не пойти, я не понял, ну Ну, ладно. ладья b5 это, не знаю, рука просит такое действие совершить.
Как-то ладью сзади пешки поставить. Если просят, то что сделать? Так, и что здесь сделаем? Король F3 или F5? F5 какой-то... F5 как-то Ненадежный нервно, ход, да? да? F5, король как-то F6. мне F5 нервно, да. Правда, F5, король F6, король F3. Ну ладно, король F3 лучше пойдем. Угу. Но он к ладье бежит, да? А, он просто... Так, король G4, наверное. просто какой-то фигней страдает. Так, ну G3. Угу. Так, ну теперь F5, наверное, уже можно. Выглядит разумно. Так, ну что, ладья B8, короля оттесним, и на король 7, ладья E8. Да. Так, сделаем. Ладья на E8. Так, тут где-то ладья E3 можно. Типичный прием, кстати, в ладейных эндшпилях. Давайте ладья E3. Так, ну, король G5 и на B2 ладья E2 неплохо, по идее. Или F6. Ну, любой ход у ладья E2 неплохо, да, поведу? Я, честно говоря, вообще не понимаю, что хочется. Я тоже пока. Ну, ладья E2, да. Да, ну и побили. Да. Король F6, наверное. Ура! Мы близки к победе, ура. Осталось совсем чуть-чуть ладья D2. Угу. Так, теперь король E6. Интересно, как даже в этом все равно у тебя сейчас получится партия под 100 ходов, какой-то бесконечный эндшпиль, там, то есть просто человек верен себе, там, Не, ну соперник с серьезный. ботами, там, с лучшими в мире, там, с безразрядниками, там, сеансы я с тобой давал, всегда идет вот это там, просто там какая-то катка, час, там, это, как бы... Так, ребята, поучительный момент. Это типовой прием в ладейных эндшпилях, кажется, мостик называется. Ладья D4, и теперь король идет в центр неожиданно. Даже не ладья F1 шаг. Что, F8? Неужели он будет теперь играть? мостик уже не... Да, конечно, он будет играть. Ты со 100 ходов мучил его, что ты Так, думаешь, ну теперь что? он уже точно будет играть. Начинается новый раунд. Король E6. Так, авторская методика мата королем и ладью от Владислава Артемьева. Самое главное уложиться в 50 ходов, да? Или какие там сейчас правила, не знаю. Слишком часто меняются. Перестал отслеживать. Ладья D3. Ну, не то, чтобы я их отслеживал раньше. Король D4. Я просто всегда играл в шахматы, мне это нравилось. Особенно в блиц. Так, ладья D1. Так, ну все, какой это ход? 107, да? Ну, такая затяжная затяжная игра. Причем самое интересное, что во времена Пола Морфи таких партий вообще не было, мне кажется. То есть партии заканчивались в районе 20-25 хода. Кстати, это вообще не так. Там забавно, что они с Андерсоном, когда играли матч, там как раз еще смешно, что вот Андерсон-то ему заводил, там какие-то у них было как раз смешно, что там где-то Морфи выиграл у него в 15, тот выиграл следующую там в 100 с чем-то. Но, тем не менее, такое редкое явление, да? Да. Для того времени. Так, ну что, Давай ты, Даня, да. Так, теперь у нас на очереди Михаил Таль, выдающийся шахматист. Честно говоря, всегда хотел сыграть с Михаилом Нехемиевичем, но, к сожалению, не получится, но хотя бы вот здесь сыграем. Так, ну что, давайте сменим подачу дебютную, пойдем первым ходом D2, D4. Михаил Таль играет конь F6. Так, ну, допустим, C4. Сыграем принципиально E6 и, пожалуй, конь C3. Слон b4. На доске защиты Немцовича. Один из самых популярных дебютов. Так, ну что, какую систему изберем? Если мы пойдем ферзь c2, то боюсь, что эта партия затянется, как и предыдущая. Она уже неминуемо затянется, уже просто делай какой-нибудь ход. Не знаю, ну пойдем конь f3, может, что-то Давай. повеселее. Конь f3, c5. Теперь, если сыграть g3, то получится, мне кажется, табия одного из матчей Каспарова с Карповым. Ну, по крайней мере, несколько встреч у них здесь было. Так, g3, d5, да? Угу. Ну, можем побить на d5 просто, или слон g2 сыграть. Ну да, слон g2, ладно, что такой скромный. Я понимаю, что ты не знаешь теорию, ну давай уж ладно. Слон g2, да? Рискнем, да, примем этот бой. Не, ну cd такой более контролируемый ход, да, Я надежный. понимаю. Ну, видишь, обошлось пока. Да. Ну, давай еще раз рискнем рокировку. Давай, да. Давай. Такой серьезный риск, да, намечается. Риск. Так, ну конем, просто- да, наверное. Ферзем, я не знаю, ферзь d4 под конь c6, да, конь c6, ферзь d3, d4 там нужно считать. Мгм. И потом черную пешку на e5 ставят. Да. Конем. Да, наверное, конем. dc. Да, тут как они ходят? По-моему, ферзь А4, мне кажется. Ферзь c4, конь a6, да, наверное? Ну да, но это, по-моему, тем не менее, все равно теория. Вот как-то они так и ходят там, мне кажется. Да, мне кажется, я эту позицию тоже видел много лет назад. Я просто одно время играл четвертым ходом g3 на Немцовича, там, в году 2018-2019. Так, ну не знаю, ладья d1 или Это какой? D1, наверное. Ладья d1, да, напрашивается, слон d7. Выбор, да? Ну, наверное, два хода, да, ферзь c2 и конь d на b5, может. Ну, наверное. Ну так, конь 6 легальный ход, но это, ну, бред все-таки, да?
Конь d на b5 тоже сдевает фигуру, да? Конь c6, наверное, ферзь c7 как-нибудь. Ну, хорошо, конь d на b5, слон с 3, слон b5 сдался, да? Поэтому все-таки, наверное, ферзь c2. Ну, кстати, да. Такой неожиданный Тальнос, расчет был. по-моему, уже переиграл по виду, ну, ладно. Может быть, да. Да. Не, ну мы пешку пожертвовали, да. Моя вина. Так, ну что, слон Вот, g5, да, нападаем согласен, или как да. здесь? Давай, да. Слон g5 разумно. Испортить пешечную структуру хотели. Так, ну на вид мы, кстати, близки к равенству, да? Там конь f5, наверное, должен уравнивать. То есть у нас все еще нормально. Так. Так, ну конь f5 выглядит разумно, да. Просто если как-то промедлить, то пешка может сказаться, да? То есть следующий ход там ладей в d8, например. Конь e4 можно пойти, можно пытаться ее отмазать, конечно. Конь как-то. e4, да? Можно конь f5 пойти. Конь e4, правда, есть ход конь b4, может, Ладно, ферзь понимаешь, что c4, ладья на c8, Ну да? ладно, в общем, 100 раз составит, кончится тем, что мы пойдем конь f5, да, мы оба понимаем? Мне кажется, да, конь f5 мы пойдем, да? Да. Мгм. То есть мы можем долго обсуждать, Правильно но это конь или f5 нет, напрашивается. но да, ну конь f5 пойдем. На самом деле конь c5 в конце мне кажется не нравится, но мы все равно так пойдем, поэтому ладно. Еще, Да. кстати, Ладья промежуток d7. есть, слон f6, конь b4, не знаю, он хороший или нет. Кстати, таль может так пойти, Мгм. ну ладно. Будем считать, повезло немножко. Да, вот так он и, да. Ну, я не Так знаю, он- есть ход конь d5, но там ферзь b2, да, в этом проблема, видим. Если Проблема, конь d5, может, проигрывает просто, проблема да? в этом, Или да. близко к этому. Так, может, ладья d2 отступить, чтобы пешку на b2 защищать, конь d5. Вот выглядит разумно, мне кажется. Ну, d2? Давай на Ну d2. да, пешку на b2 защищать. Да. Так, слон c3. Чем бьем? Хочется ферзем, наверное, да? Да, но он там сейчас в твоем стиле, мне кажется, там конь e4, fe, e3, и вот мы будем там 200 ходов защищать. Не, ну, мне кажется, у белых там не хуже, в принципе, да, так, глобально. Как не хуже, ну, в смысле, конь e4 как не хуже. Ну, Подожди, полхуже. ферзь c3, конь e4, слон e4, fe, то есть на ферзь c4, e3. Ну да, не, ну мы там ладья d4, да, пойдем, наверное, примерно, вместо ферзь c4. Нормально, в общем, у нас, ладно. Ну да. Давай. Давай, да, ферзь c3 хорошо смотрится. Так, нет, ладья на c8, да. Ну, это Соперник ладно. играет хитро. Ну, это какой-то там... Не, ну он хочет, может, где-то конь а4, c3, может, да? c3, да. Мгм. Да. и Нам нужно что-то умное предпринять здесь. Может, не надо? Так, ну хочется, не знаю, ладью куда-то поставить, да? Не знаю. Ну, все-таки конь а4, c3 хочется, чтобы он не ходил, да? Ну да, поэтому может быть. На c1, да? ты Ладья думаешь? c1, Да, да, на c1 есть логика. Не Давай, зевай- давай Почему ладья там c1 пойдем. Не зеваем? А, в смысле какой-то Ну, вроде пока нет, я так... какой-то хитрый ход. Ну. Я просто, чтобы ты не расслаблялся, спросил. Давай ладья c1 пойдем. Ферзь e6. Так, Так, ну, это под слон похоже, d5 что поведу. какая-то ловушка, да? То есть если ферзь c4, отскок коня следует, да? Конь e4 может. Не, ну слон d5 есть ход. Он типа заманил, да, просто на самом деле, что нас там все равно мы побить не сможем, он считает. Ну, надо ходить слон d5, да, наверное, побился все равно. Ну, слон d5 не ошибка, да? Давай пойдем. Мгм. Ферзь а6, ну это, кстати, хитрый ход такой, да? Ну да, но все равно это какой-то уже такой немножко... Ну, у черных идея, наверное, b5, да, пешку защитить. Ну да, ну это как-то по центру красиво. Если пойти ставим. e3, то где-то конь d3, да? Мгм. Но пока на e3, конь d3, ладья d3 есть, cd, ферзь c8. Мгм. Не, ну он пойдет b5. E3, это... b5, да, в этом проблема. Да, нам e3 надо ли вообще или не надо, я не знаю. e3, b5, b3 можно пойти. Можно еще какой-то ход ладью сделать, то есть ну, пойти типа там ладья d1, b5, b3. Да, кстати, умный ход, мне кажется, ладья d на d1 именно. Спасибо. Давай попробуем. Давай. Ну и типа как-то b3 и соскакиваем, да, потихоньку? Да. Еще, конечно, b4 есть, но b4 такой ход рискованный. уже. B4 Конь а4 там, да? Можно и выиграть, это абсолютно недопустимо. Давай b3, да. Так, конь e4 нас радует, конечно, ход. Так, ну, хочется, наверное, побить на e4, да? Да, ну хочешь там ладья d4, cb, ферзь c8, b2, да? b2, да. Я понимаю, что он ходит. Ну, правда, идти на этот нам все равно надо. Не, ну после слона e4 и fe можно подумать, то есть в черных конкретных угроз-то нет. Мгм. Например, есть ход ферзь e5, такой. Много ходов, e3 можно пойти, да? да. Ферзь d4 можно пройти, можно не ходить. Кстати, ферзь d4 с нападением на две пешки, да, ферзь d4. e3, наверное, пойдет, да? Ну, А, даже так. ну это остается битый ничего, правда, да? То есть мы не тут в панике. Не знаю, с чего В начнем. каком порядке, да, я тоже думаю. То есть ферзь e4 или bc? Или Ну, вообще защитить просто? рукой, конечно, хочет bc, да, но он хочет ладьей побить там. А как думаешь, ловушку будем ставить ладья c2 и на cb ладья c8 и там... А, Ну, ферзь c8 даже. Да, да, там ловушка Да. такая немножко под себя. Ловушка да. не удалась. Мгм. Да я не знаю, ну так и так ничего, наверное. Ну ладно, ну можно BC, сразу. наверное. Или Ну, ферзь да, e4. да, как-нибудь, я Давай не BC, знаю. ладно.
Давай все испортим, потом будем думать. Да, ладья c4. Мгм. Ожидался ход? Побьем. Да, вот здесь можно на самом деле тоже, то есть какой-нибудь ход, потом ладья d2, наверное, тоже не так плохо выглядит. Ну, Ну, ладья d2, наверное, а6 пойдет как-нибудь, да? И на ферзь e4, c3, ладья c2, ладья c8. Так. тоже, Тоже, правда, не трагедия, да? Тоже надо бить, конечно. Ну, как-то рукой хочется, да, побить на e4, все-таки хочется как-то через, Ну, давай попробуем ферзь e4. через доминацию, да, ничего? Да. Вау, c3. Неожиданный ход. Ну, нормально, слушай. Ладья d7, ферзь c8. Можно ферзь c2, конечно, с идеей на ладья c8, ферзь c3. Но на ферзь c2, наверное, ферзь c4 пойдет. Да не, ну опять же, можно, наверное, как угодно. Тут просто ферзь c2, ферзь c4, ладья d3 тоже, не то, что мы сдались там, да? Ну, да. Можем ли мы какую-нибудь ладью-то сзади поставить все-таки? Ладья d7, ну, типа, как минимум ферзь c8 может пойти. Ладья d7, конечно, такой счетный путь, да. Угу. Я понимаю, что тебе не нравится. Прости. Я не люблю считать, да. Я знаю. Так. Можно пойти ферзь d3, конечно. Можно. Я думаю, так и Ну, он, наверное, пойдет ферзь c6. Ну, давай, ходи как-нибудь, ладно. Все равно, видимо, он там встанет две под c. Не, ну всё. обидно, если он так встанет, конечно. Да, Почему? ферзь c2, ладно. Да что, ну станем там одной на c2, другой на d3, что хочется вообще. Ну, обидно, как бы, я согласен, но жизнь вообще обидная. Так, ну что, Да ничего. ладья d3? Ну, давай подумаем, может, я не знаю. Или h4 можно пока немножко надвинуться. Ну, h4, да, вряд ли может быть ошибкой. h4, h5, наверное, пойдет. Так, ну что, h5 цепляем, нет? Где-то h5, h6 может хоть. Угу. Ну, может, потому что жаж все-таки догадается победить. Да, но жаж Жаж как-то нас м, порадует. м, Может, ферзь f5 пойдем. Блин, ну там уже как-то оно почти прошло от c2. Что-то, я не знаю, меня не порадует лично. c2, ладья c1, может. Не, ну да, ну просто, ну ты думаешь, это Король хорошо, слабенький. да? Я не знаю. Я не уверен, да, ну, по крайней мере, веселее, а то какая-то грустная позиция. Может. Да что грустно, битая ничего. Давай h5 пойдем. Блин, ну зачем? Так, давай в атаку. Не, О, ну господи! Сталим нужно активно Какая играть. атака? У тебя там одна фигура. Так, давай перчику слопаем. Там ладья d8 идет, да? Господи. Так, ну ничего. Что ничего? Это та же позиция, просто ты отдал пешку аж там. Слушай, может хитренький ход e3, например, пока? Вот это Давай. хитрость. Ладья c8, ну все, мы его обхитрили немножко. Что мы Подожди, а ладья d6 нет? А там c2. Ладья d6, c2, да? Ой-ой-ой. Капец. Ладно, ничего страшного. Давай пешку съедим. Давай. Слушай, ну ферзь e6 какой-то чересчур тонкий ход. Смотри, ловушка сезона. Ферзь e2, c2, ладья c1, ферзь a2, ферзь g4 шаг. И съедаем ладью. Обхитрим его? Подожди, Нет. а с чего начнем, кстати? Может, с ладья c1 начать? Или ферзь e2? Да, ферзь e2, наверное. Он не отдаст ладью. Думаешь? А я верю, что отдаст. Эх. Как так? Как он нас обхитрил, да? Да, ферзь d2, да? Какая у черных идея, интересно? Нам главное в ладейный перейти где-то, и все будет отлично. О, кстати, ферзь d4 может здесь, там что, ферзь a3, ферзь g4, и по идее ну, вне зоны риска мы, да? Так, Не, а если ну, на ферзь d4 размен, где-то королем побежишь, что там получается? Король g7, король f1, король f6, король e2, король f5. Король d3, давай. Поехали. Подожди, f5. f5 может сильный ход. Король f1, король f7. Так, и что, Дани, мы не проиграем там, как думаешь? Я как-то предлагал где-то, вот когда ты пешку аж отдавал, там годов 10 назад, я предлагал как-то об этом задуматься, я не знаю. Тут считать нужно, не люблю считать. Подожди, Так ну, я вроде считать, но у ничья. тебя ход-то один, ну помни сейчас, да, мне тоже кажется. Мне кажется, ничья, да? Ход в ход, да? Так, ну что, тяжелейший выбор, на d3 или на d2? Давай на d3. Разницы нет просто. Так, подожди, а вот тут мы остановимся. Остановимся и что? Не, ну f3 проигрывает, да? F3, F3, h5, да, и H5 f4. сдался, да, да. Да, давай ладья c2 тогда. Давай. Так, ну что? Что? Добро пожаловать на личес, да, примерно? Король d2, наверное, да? Да. Король e2. Вообще, если проиграно, я не удивлюсь. F4. На Слушай, F4, F3 мы не можем, да? Слушай, Михаил Тальнос раскатал. Не, ну ладно, F4 с GF должно делать ничью, ладно, шучу. Наверное, наверняка. да. Не, ну он не пойдет F4, в этом проблема, он пойдет по H5, там примерно, или A5, да. Так, ну здесь нам придется считать. Не, ну такая партия напряженная, конечно. Может, А4. Мне кажется, А4 единственный ход здесь. То есть нужно посчитать вариант. Ну, Король А4 он D4, пойдет король от- F3. Ну, не пойдет король D4, он пойдет H5. По логике, я не знаю. H5. Может, F3 пойдем. H5 может нам вообще уже туда бежать, король F1, типа начать как-то. Может быть, да, кстати. Но А4, я думаю, обязательный ход. Иначе он сам А4 пойдет, это будет плохо.
Давай. Так, а если мы играем король f1, то он может пойти король d3 и побежать в пешке А. Король g2, король c4. Как думаешь, делаем ничего там, нет? Уверен, что нет. Если честно. Да, черный впереди, кажется. По-моему, с запасом пришел. То есть. Подожди, а если мы играем как там f3, король d4, король d2. Так, а это ничья, в этом g4. Ты, кстати, характерно, я к нашим зрителям обращаюсь, потому что практически любые два сильных шахматиста вот в паре, думая вместе, играют хуже, чем любой из них по отдельности, мне кажется. То есть это... Так, слушай, это он что делает? А, у нас пытается обхитрить. Король c3, f4, да? Ой. Мы почти поверили, но нет. Похоже, это ничья, нет? g4 мы проводим. Ну, Или я наверное, просчитался, да. нет? О, h4, так. На король f4, король c5. Важно это не зевнуть. И сейчас ферзевый без 1-200 ходов держать, да? Вот это ты наметил. Подожди, а мы там... Как же ты ненавидишь наших ребят, господи. Подожди, а там в конце варианта так g5, h3, g6. Ну, вот ферзь f3, король король e5, e5, ферзь да, c3. Нормально. Король f5, Ну, король d6, по-моему, можно даже. Король d6, ферзь d4, король e7, уже до тоненького, да? Так, ну да, может. Ну, давай, да, поехали. Господи. Кстати, дорогие друзья, у меня недавно был этот эншпиль с Василием Иванчуком, я играл. Я играл Grand Swiss. 3 часа просто там. Да. Я причем был за слабейшую сторону, как и сейчас. И с большим трудом тогда ничего сделал. Это причем не мешало мне получать удовольствие, да? То есть Не, ну, удовольствия было мало. мне было все равно, с какой стороны. в принципе. Вообще, в идеале, король должен быть расположен подальше от центра. То есть стоять где-то на h5, на h6, чтобы под шахи не попасть. Так, а4, что мы здесь делаем? Ну, Ферзь b8? Ферзь b8, да. Да, ферзь b8, да. Единственный шаг, кстати, у нас. Ну, как же ты ненавидишь, ребята, я просто ушел. Так, ферзь c7, да, наверное? Мне главное нравится, у тебя каждый раз так очень естественно получается, как будто случайно совпадает, что опять какой-то бесконечный шпиль. Король c2. И что нам делать? Ну, я не знаю, дай шаг g6 или сдайся там, или что-то. Да, ферзь g6. Да. Ну, у нас норма, я так понимаю, 100 ходов, да, надо продержаться? Это еще 40. Слушай, давай ферзь g7 пойдем, Давай, хитренький ферзь ход. g7, очень хитренький ход лучше. Давай. Так, куда к королю? Ну, я не знаю, давай на d6. Давай. Так, король b4. А, ферзь d4. Смотри. Так, ну что, удержимся, нет? Нет. Не, ну он правильно, ну он как бы очевидно копом играет, то есть шаг сдай тебя ждет. Ой, подожди. Остановись. Друзья, именно поэтому я и говорил, что король должен находиться подальше от центра. Видите? На ферзь f2, ферзь d2, на ферзь f5, ферзь d3. Видите, какие мы тупые. Ситуация становится критической и угрожающей. Что мы будем делать? Ситуация была критическая примерно 10 минут назад. И Да, ферзь c7? у нас просто безнадежно. Успокойся, что ты переживаешь? Так, король d5. Как-то он нас пытается обхитрить, да, неприятная ситуация. Ну что, может король e7 все-таки? Лучше исправить ошибки поздно. Так, давайте король e7. Ну, походу, не Король исправили. e7 был плохой ход, нужно было играть король e6, наверное, чтобы шаг на b7 иметь. Да не волнуйся, король e6 уж проиграл. ладно? Ну, естественно. Так. Король e8, да, наверное? Все, друзья. Придется сдаться в этой партии. Михаил Таль — легенда, и это мы признаем. Так, ну что, Капабланка на очереди. Да. Можно я несколько ходов сделаю? Да, пожалуйста, конечно. Спасибо. А я пока расскажу про великого чемпиона Хосе Рауля Капабланку. А Капабланка — представитель Кубы, блестящий шахматист, пожалуй, такой своего рода основатель позиционной школы шахмат. Ну, вообще считается, что Стейниц, первый чемпион мира по шахматам, скажем так, заложил первые основы позиционной игры. То есть он придумал в испанской партии систему там с d6, слон d7. Ну вот, ребята, ну тем временем у нас уже лишняя пешка, что неплохо, конечно. По сравнению с предыдущей партией у нас все шикарно, и, по крайней мере, сдержанный оптимизм присутствует у нас. Так, ну ладно, в общем, как-то пешку мы действительно съели, наверное, хорошо у нас, да, пока? Ну Такая что, Даня, какие плюсы у белых, какие у черных вообще? Пешку мы съели, наверное, Пешку хорошо съели, да. у нас пока. Не, ну, как известно, пешка — это душа партии. Да?
Так, ну Это, что, в принципе, вся моя жизнь — это вот эта вот проблема, что это вот разговор с Владиком, когда в какой-то момент следует фраза, что-то типа вот, как известно, пешка — это душа партии, и ты как бы, у тебя как бы пад, ты даже не понимаешь, вот какие, вот как вот в компьютерной игре, какие у тебя варианты ответа есть на это. Там, да. не, ну можем придумать 3 варианта ответа. Ну, Вариант А, вариант так Б, я тебе вариант говорю, С. я тебе клянусь, Владик, я с тобой всю жизнь вот, когда разговариваю, у меня часто ни одного варианта нет. Я просто, вот у меня синий экран, ты что-то скажешь? Я как бы... Не, реально, дорогие друзья, Владик вообще Так, очень ребята, крутой. Да, ферзь ребята... G6 это такой тонкий намек на ход слон G4. Да нет, проблема в том, что это намек на слон D7, слон C6, да? Да, это тоже, да. Угу. Ну ладно, H3, наверное, надо пойти все равно. Ну, H3 ход полезно, да. Да-да. Да, слон D7, да. Ну так мы и да. Не, ну Капабланка шахматы все-таки понимает. Окей. Это мы отрицать не можем. Потому что такая рубрика «Случайные факты» про Владислава Артемьева. Ладно, у меня уже... Между прочим, нет, ты не ходишь, я извини. подметил одну Да, деталь. Пешка давай. на А4 висит. То есть не просто идея слон С6, а еще и слон А4 в промежутке. Что ты в предыдущий подметил. Ну, ладно. Что, D4 может пойти? D4 есть ход, да. D4, что ли? Конь А4, наверное, да? Не, конь А4 подарок, но... Конь А4, слон D3 на динамику, да, там да. плохая Не, позиция. Не, еще. ну конь Е6 пойдет, конь... Или слон C6, ну слон C6, слон D5. Конь Е6, наверное, да, он пойдет? Да, конь Е6, и на c3 конь G5, кстати, и грозит конь H3, да. Ну да, но мы не пойдем в C3, да? Мы пойдем. А как пойдем? Ну, как-то... На слон D3, может, тоже конь D4 пройдет. Хотя Ну- конь D4, ферзь D5 нужно считать, там какая-то динамика начинается там. Конь подвисает, ферзь подвисает. Может, вообще там на Е6 просто побить? Против Фе, да? На Фе, ферзь Е4, что написано? Ферзь Ну- Е4. Ну, D4, мне кажется, хороший ход, да, в целом. Не, ну просто можно пока как-то совсем спокойно Б3, да, типа пойти? B3 и на слон C6, ферзь G4, да? А слон 6, слон D5, я думал, пока. А слон D5. Потому что это единственный важный момент в партии, Ну- дорогие друзья. Сейчас мы что-нибудь зевнем, у нас будет плохо и снова будем болтать. Но вот пока у нас Да, все нормально, нам надо решить, как это сделать. На B3, кстати, тоже есть вот конь Е6. Но тогда можно Ну, слон там Е6 как уже, раз, да, там уже точно побьем, да, Да. мне кажется? Да. Ну, давай, ладно. Давай B3, B3 надежно хода. Да, конь Е6. 6 не думая, ну и бьем, наверное. Ну, Не, ну конь Е6 это old school. Это такой ход. Плановый, конь G5, конь D4. А, ферзь F6 мы почти зевнули. Ой-ой-ой. Кстати, да, придется как-то ферзь Е2, что ли, ходить или куда? Или ферзь Е... Ферзь Е3 немножко странно. Наверное, пойти на Е2. И как-то молиться, Е3, да? кстати, есть какой-то, да, странный смысл. Ну, чтобы после Е5, да? Чтобы ну, пешкой ну и как-то слон не висел. F4 вызвать, да, чтобы он типа линию перекрыл. Кстати, в этом есть смысл. Да, безусловно, есть. Ферзь Е3, не знаю, ладья F5, может, он пойдет. Мы же вообще на все эти ферзь F6, у нас так-то конь C4, да, там по виду есть ход? Ферзь Ну, 1, слон B2. В принципе, есть, да. Ну, ферзь F6 не очень опасно, да, там ладья B1 даже можно, потом конь на Е4. Просто пойдет. ферзь E3 прикольно, да, мы от слон C5 где-то защищаемся, еще от чего-то. Ферзь Е3, думаю, ладья F5 он пойдет, попробует по линии F сдвоиться. Ну, а мы там конь E4 как-нибудь. и Ну, конь белым E3. должно быть неплохо. Не уверен, что прям большой перевес, но неплохо. У тебя какой большой перевес, я пытаюсь сразу не проиграть, ты что? Ну ладно, давай E3. Или нет? Да, ладья F5, да. F5, да. Пока удается угадывать ходы Капабланки, то есть ладья F5 угадал, а конь Е6 угадал. Конь E4 угадаешь? Не, ну уже мне проще, потому что ты озвучил этот ход, да. Конь Е4. Я решил тебе помочь. Это да. правильно, мне всегда требуется помощь, что касается шахмат. Всем нужна помощь. Ну, Вот, пока я не забыл, рубрика «Интересные факты про Владислава Артемьева». В какой-то момент Владислав сказал мне, что два его любимых музыкальных исполнителя — это Владимир Высоцкий и Тима Белорусских. Это меня вынесло, я помню. Серьезно, просто, да? Да. Я не помню даже. Я просто же гений просто. Как этот набор, ну я вот пытался бы пошутить, я бы вот набор смешнее, я просто не могу придумать. Владик это сказал, я даже не троллил он это или нет, но с абсолютно спокойным лицом. И как бы, Это ну, было лет 5 назад, да, наверное? а, Давненько. В смысле, а изменились, да, любимые исполнители или что? С тех пор я, кстати, Тиму Белорусских практически не слушал. Ну и вообще у него было там буквально 2 хита, мне кажется. С тех пор или вообще в жизни? Ну, не то, что любимый. Я помню, там какой-то объединенный такой клип был. «Мокрые кроссы» и еще что там. Сейчас вспомню. Какой психодел, там люди, какой-то Капабланка, Тима Белорусских. Нет, да это вот как бы типично, я говорю. Так, это главное надышать. А, «Незабудка» и «Мокрые кроссы», да, вообще кайфно, я помню. Забудка, мой любимый цветок. Да. Можно напевать уже, да, тут.
в эфире прям. Да, не знаю, скоро можно будет уже и выпить в эфире, мне кажется, уже там, такими темпами. В следующий раз караоке будет, да, здесь? В следующий раз, да. Так. Будем там настраивать важные вещи. Так, слона 3. Неужели зиму? Ну, видимо, нет. Так, ну надо как-то держать базу, да? Пока, к сожалению, ферзь g3 наталкивается на взятие, ферзь бьет g3, и на конь g3 ладья f2, пешечка подвисает. Может, кстати, срок пойти на эту позицию, там ладья e2, Ладья e2 укрепится, да. в твоем стиле там. Но у белых ничуть не лучше, да, с такой пешечной структурой, там ладья на отлично. Так у нас, может, и не было лучше, нет? Я не знаю, я вообще не уверен, что, честно говоря... Подожди, а мы не можем как-то ладью ввести в игру, не знаю, там ладья 1 пойти? Ну, ладья f2 уже, нет, да, все-таки? Ферзь f2, может так там. Потом ладья e3, ладью на Ты e1. думаешь, это лучше? А, он там где-то слон e4 побьет, и не будет хода ладья e4 из-за ферзь f6. Придется пешкой d бить. Ну да, но это у нас не лучше, правда, явно, да. У нас, честно говоря, и так я не уверен, что лучше. Там Подожди, а не можем как-то хитрить ладья e2 пойти? А, ладья 2, ладья f3, да, наверное, навесить? А ладья 2, ладья f3, ферзь g5, и на слон e4 ферзь g6. И ладья зависает. Мне кажется, ладья e2 хороший ход. Ладья 2 классно. И, кстати, идея ферзь g3 потом. То есть ладья 2 это профилактика в стиле Карпова, например. Вообще шахматы — это такая игра, которая требует время от времени раздумий. Господи, за что мне это просто всегда? Я не понимаю. Ладья на А3, она, к сожалению, далека от королевского фланга. Но ничего. Зато близко к ферзевому. Но пока нет объектов атаки на ферзем. Друзья, я, скорее всего, уже сделал бы ход ладья 2, но Даниил, как шахматист такого более острого стиля, он старается вот найти такой, мне кажется, самый жесткий путь. Ну, ладья e2 это как раз супер амбициозный ход. Ну, просто проходит... А что смущает, кстати? Да Ладья f3 все-таки, нет? Да не знаю, нет, я как-то ждал просто минутку тишины, но не знаю, зачем. А, подожди, ладья 2, слон e4, ферзь e4, ферзь f6, может так? Ну, об этом я тоже думал, да, но там, Ага. в принципе, на крайний случай ферзь e6 мы побьем, там даже эта позиция, может, он получше. А там ладья f2, да? Нет, ну да. Ладья ну, d2 потом, да? Ну, да, да. Нет, ну там просто ты что-то там рассказывал, я слушал. Да, слон e4 серьезный ход. Угу. Сейчас чувствую, новый виток рассуждений начнется. И что там, ферзь f6? Блин, ну все-таки хочется одну выиграть у них, нет? Ферзь f6, причем ферзь f6 сейчас создает угрозу ферзь b2. Ферзь b2, естественно. Да, да. То есть это, пожалуй, главная угроза даже. Да, и что там? Ферзь e6, по виду, придется бить. Взяли ладья f2. Ну, скажем так, не Не слишком перспективно. Да, ладья 2, да? Не на копейку не лучше, да? Ладья 2, ладья 2. Может, чуть похуже, нет, там ладья d2, потом ладья f2. Как-то придется там, не знаю, Да. ладья e4, Ну ладья вот мы и g4. возвращаемся к тому, что я тебе изначально предлагал ферзь g3 пойти и не выпендриваться. Причем там-то у нас, ну, действительно даже поприятнее. Ну, как бы как поприятнее. Мы, наверное, белых выбрали, да, оба? Ну, давай попробуем ферзь g3, да, по крайней мере, пешка сохраняется. Или ладья e2. Ну, ферзь g3 такой более счетный путь, ладья 2 сразу надежно. Мне кажется, наоборот, ферзь g3 как раз... Ну, ладно, в общем, не суть. Так. Таким образом, я думал, он побьет на g3 сначала. Нет, уже. Кстати, логично он пошел. Ну, мы там ладью на g4, да, поставили? Да, давай То ладья есть, e4, да, или, подожди, или ферзь g6 включим. Нет, он, наверное, ладья f2 побьет. То есть я думаю, что разницы нет. Да, ферзь g6 побьем. Давай. А g ладья e4, и на ладья f2 мы что сделаем? Еще, кстати, есть идея ладья e6, ладья g6, да, как-то так. Ну, наверное, ладья a2 лучше сначала, да. Ладья e6 от нас не убежит. То есть ладья e6 следующим Причем, чтобы ходом вы угроз. понимали, что в реальной жизни это человек, который как раз вот, ну, тратит там на ход в среднем примерно в 7 раз больше времени, чем я. То есть вот я главное, не понимаю, как все это сочетается. Не, ну здесь я на расслабоне сижу вот так просто. Ты, по-моему, там на расслабоне сидишь. Ну да. Я не уверен, Конечно. что я в жизни видел, чтобы ты напрягался, честно говоря. Почему бывает время от времени как? Не уверен, что кто-то видел. Это да, они так шутят. На самом деле российская шахматная школа, она славится своими вот основательными моментами, так скажем. Чем? Не, ну у нас же сборы, то есть все по науке, подготовка, то есть режим. Просто не у нас, да, именно это? Ну, понятно, что конкретные люди могут какие-то коррективы вносить, но
Ну, то есть не делать ничего ровно. Блин, может как c4 резко, ну, блин, ну c4, конечно, так не хочется, ну, можно, наверное, c4 резко. c4 жутко обидный ход, на самом деле. То есть Не, ну пешка на c4, b3 c4 ослабляется. как раз скорее в плане, что резко на победу, мне кажется. Не, ну просто можно пойти b4, да? b4 просто, наверное, там ничья. А если пойти ладья А2, вот что он хочет? И попробовать на e6. Ну, есть... ладья d2 он хочет, наверное. Ладья пока. e6, там, Ну да, да, можно так пойти. если есть на g6, он на c2 съездом. Мгм. Ну да. Ничья будет, там ладья g4, ладья c4, черные съедят пешки. Мгм. Ничего, так. Не, ну там еще ладья e6, как-то король h7, он может пойти, да, тоже. Ты там вернешься, встанешь ладью на g, А, ну может, кстати. он там побьет ладья c2. у него Там, как правда, бы- пешечный может получить, да, ладья c4, например. Ну, правда, черная ладья b2 пойду, да. Ну да, да. На ладья b2, кстати, ладья c3, потом королем пойдешь. Ладно, короче, надоело. Так, ну ладья b7, ладья f на f2. Ну, я, честно говоря, думал d4 и тун уже 3 у меня было. Ну, на мы, самом деле. подожди, мы без пешки, да, правда? Ну, так совпало. d4, да. Неприятное совпадение, но всякое бывает в жизни. Да. То есть на a5 он, видимо, хочет ладья f на f2 пойти, да? Ну и даже это на самом деле, и что, ладья g3, Ба, может, хотя бы. ба, да. Хотя Там пешку выиграл. ладья. Подожди, ладья b5, говоришь, да, в конце? Ну, наверное. Ладья f5, может? Там, конечно, можно... Нет, Ну, мы можем, конечно, там Мгм. пойти совсем цинично, да? Мы можем пойти типа ладья 4, ладья 2, ладья там код g6. Ну, там, правда, мы без одной, что ли, уже? Или уже без двух? Что-то как-то нас меньше. мы да, без собственно. одной и проходная по линии А, ну, Мгм. может, спасемся, конечно, не знаю. Может. Так, а если ладья g3 мы пойдем? Ладья g3, ну, видимо, король h7 пока, да. Да. Вот там, может, как-нибудь... Там у черных потом идея есть ладья f4, как-то потом e5 может выдвигаться. Мгм. Кстати, неожиданно у нас какие-то сложности, да, определенные. Мгм. А как думаешь, если А5, например, и Ну, опять очень хочется. ладья F2, АБ может отдать эту пешку там? Хотя, честно говоря, не, Слушай, не ладья выглядит 2, надежно. Ладья 2 h6 вообще не пройдет? Ладья G2, наверное. h1, и что? Ну, он вернется, может, там ладья F2, ладья F8, да, там. То есть, такой рискованный путь. Ну, Наверное, может, да. срастется, может, нет, не знаю. Потом будет королем подходить в центр. Угу, я понимаю. Ну, других проблем... Можно все пешки потерять, да, при случае там? можно не терять. Не, ну Капабланка как бы в своей стихии, да? Как бы, да, неплохо довольно. Да. Играет лучше реального Капабланки примерно в 3 раза где-то. Блин, ну неужели По крайней мере, придётся- в динамической игре он сильнее, Неужели да? придется все-таки напрягаться и считать? Не, ну придется, да, выбора нет. А все-таки, если вот А5, ладья F на F2, а Б сдать на G2, напасть на E6, не хочется, правда. ну. Как раз, мне кажется, самый опасный из всех, честно говоря. Может Ну, быть. то есть, он станет ладья H2, начнет выходить там. Не знаю. Что взамен? Ну, по виду все-таки опять ладья F2, ладья G3 как-то надо аккуратно досчитать просто. Или не досчитывать. Ну, там БА, ладья B8, может, какой-нибудь король F7, ладья 8. Типа там что? Ладья F5? Ладья F5, ладья 3. Ладья G5 какой-нибудь ход там хитренький. На G4 ладья B5, может. Правда, уже даже ладья D2 нам хватит, да? Там вообще-то у нас довольно много нет. А, ну да. Можно просто сдаться, в принципе, я не знаю. Это Не, ну просто... сдаться неприятно. Это да. просто типичная игра против компата. В какой-то момент, когда понимаешь, что как бы, как сказать, что комп играет хорошо, в принципе, ты понимаешь, что он ошибаться не будет, а ты У будешь. меня, кстати, есть идея, знаешь, какая? Ладья G3, как мы там играли, король H7, Мгм. и может спуститься ладья G3, и потом попробовать ладья C3 пойти как-то. У тебя и так стоит ладья на G3. Ой, извиняюсь, ладья G3, король H7, ладья B4 на B3, может, вот Ну, так. давай, ладно. Давай попробуем. Не так важно, да, как мы пойдем. Не против? Да, наслаждайся. Не, ну как я могу этим наслаждаться? Позиция, честно говоря, скверная. Этот вопрос меня всегда, кстати, интересовал, но тебе как-то удавалось. Так, ну давай, поработаем немножко. Ну, да, ладья BC3, да. Бьем. Не, может, ладья C6, это похоже, кстати, Не, ну уже ближе к ничьей, да? ладья B3 есть ход, он даже может совсем близко, да? Ну, как надо просто выбрать. Ну, ладья B3 он в любом случае, может, ладья B8 пойдет, да, там B5, B4 будет надвигать. Мгм. Ну, хочешь, пойду D6, не знаю. Мне кажется, ладья C6. B4, ладья B3, там ладья на F4 встанет, и потом ладья E6 побить в такой редакции. Не знаю, это нужно, правда? нет? Просто ладья E6, если сразу, то... там на G6 висит. Вы понимаете, да, уже к чему это идет? Как бы? Подожди, а если ладья E6, B4, ладья E на G6, потом туда ладья... Не, ну он Кажется, B4, можно. не, он B4 не пойдет. А как он конечно, пойдет? Ладья F6 он пойдет, конечно. Ну, ладья F6 это
Это ерунда, мне кажется. Да, но я и понять не мог, почему ты так не ходишь. А я не видел, но- что пешка на g6 висит. Я что-то инстинктивно думал, что как-то на b6. Ладно, можешь не объяснять, все нормально. Может, как-то вообще красиво попытаться, типа, ладья e5? А, ну, правда, так не получится, да? Ладья e5, я думал, ладья b6, ладья g5, b4, ладья b5, ладья dd6. Вау. Ладья типа d5, ладья f6, да, он встанет? И b3 пойдет. Ну, Ну, ты понимаешь, о ты чем я хотел говорю? b3, ладья b3, да, в конце? Я понял, да. Я хотел бегать Да, за ним. хитрая так. мысль. Да. Ну, закончилось как обычно. Ну ладно, нужно как-то ходить, что я не знаю, ну просто надо брать ладью, Может, ладья e7, нет? встать другой по третьей, там, Смотри, если видимо, ладья e7, ладья b6, ладья f3, b4, ладья f7, ну, боюсь, пешка может пройти. ты так не хочется. ладью на b3 поставь, чтобы она не прошла просто. Ну, бери какую-нибудь ладью просто и пойди ладья b3, ну что уже делать тогда? Еще можно пойти ладья g на e3, b4. Ну, правда, пешечную структуру не хочется ему улучшать, да, там. Так, куда ходим? На e7? А, ладья b6. Шахматы сложная игра. На седьмую мы не успеваем, да? Ну, вот я как раз хотел посчитать, но не знаю. Ладья c3, b4, ладья c на 7, b3, ладья g7, король h6. Что это такое? h4 там где-то в конце. Ладья h4, да? Ладья h4. А, ладья Ну, это h4, вроде там шах и ладью- ладья c5, может. Да, но там пешка-то не пройдет в самом конце. Король f6, в смысле, да? Ладья f4, ладья f1, да? Да. Так, ладья c3, b4, ладья c7, да, h4, может на h4 король h5 он пойдет? Не, давай все-таки попробуем досчитать, нет? Давай. h4 в конце, Мгм. король h5. Мгм. Неужели мы ничего не сделаем? Может такое быть? Да, мне кажется, как раз может, она так и выглядит у Ну нас. да. Да, ладья b3, хорошо. Мы полагаемся на свою технику. Ну, мы, правда, играем против компа. Проблема в том, что пока он не выиграет, это не закончится. Так, ну короля подтягиваем, да, что делать? Ну, мы можем ладья e5 встать просто, я не знаю. Ну, А, против ну g5? я бы где-нибудь пошел ладья e5. Ну, Давай ладья e5, пожалуйста. разницы, наверное, нет, да. Или на h2 его держать? Я бы наш... Ну, ты, я не знаю, ты как бы играл, я бы наш 2 скорее и ждал бы просто. Так, он, видимо, хочет g5, да, играть? Чтобы вы понимали, вот вы видели, как Владик любит Ну, иншпилять ждем, и наверное, как да. долго он их играет, а вот Капабланка — это любимый шахматист Владика примерно. То есть эта битва, Один из любимых, она да? как бы, да. Не, Капабланка — это легенда. Ну, давай туда-сюда, что? Увлекательная игра, конечно. Да, я уверен, будь он здесь, он бы кайфанул, вы бы с ним вообще там просто... Зачем? Да давай Давай где-то шажок. опять, ну... Не, ну g6 вызовем, иначе он король g6 как-то включит. Хорошо, давай шажок. Давай. Я думаю, это важный нюанс. Давай на базу. На e5. Отлично. Так, стоим. Так, а здесь h4 можем пойти? Где-то... Ну, как сказать, можем, мы, наверное, так хотели, я думал, да? Да. Я не знаю, если нас как-то надурили, это плохая новость. Мне кажется, можем, потому что Ну, не видно. Можем, да. Не видно каких-то больших Ну, проблем. короля он поведет там, да? Да. Не, ну мы тоже можем как-то король g3, ладья g5 попытаться, да? Ну, можем, да. Сложно сказать, Ну, что давай, это даст. давай попробуем. Так, Не ну знаю. король g3, наверное, начинаем. Мгм. Какая-то странная игра, ладья b7, загадочная даже. Что он хочет на ладья g5? А ничего он не хочет, просто оценка нули, видимо. Ну, король f6 он типа пойдет. А, кстати, я понял, ладья g5, ладья b на c7, и на ладья g4, ладья c3 ловушкой, там пешка Ну, пройдет. ладья b на c7 мы тоже можем пойти там как-то по-другому. Король h2, да? Типа, да. А, и потом ладья b5 угроза, да? Ну и ладья g3 там. Ну да, да. То есть, как Ну они давай тоже. ладья g5, окей. Да, видишь, раскусили его. Так я тебе говорю, вы с ним друг друга Даник, король чувствуете. h2, g3, ловушка сезона. Еще король h3. Еще. Ну да. Нужно король h3 видеть. Ладно, я шучу, конечно. Давай, король h2. Потрясающий игрок. Да, не, вы с ним похожи, да. Сейчас он станет 2 по 4, будем стоять так. Давай да, ладья b5 бесконечно. пойдем. Ну, давай, пойдем, конечно. Король g3 сыграем. Конечно, давай. Так, король h2 стоим, да, видимо? А, нет, g3. О, вот и надурил уже нас. Давай ладья Да, ладья e3, типа, я бы стоял. Можно, кстати, ладья b6, да, пойти? Да, можно как угодно пойти, ну, господи, Давай, шах ему пропишем. давай. Такого. Так, а Обратно. вот сейчас может на мат нам зайти, как ладья e3, может? Или это всегда опасно, да, на мат заходить? На матч очень опасно. Давай на мат зайдем. Правда, вот ладья e4 неприятно Как ходит. бы яркий финал, что я в какой-то просто встаю и ухожу. Просто, то есть, как бы...
Так, ребята, нужно напрячься. Ребята, ладья D3. Пешки ребята, нет, Ребята, пешки ладья нет. D3. Если побить ладья E4, то можно столкнуться Кстати, с он в проблемами. заводе, да? Он сейчас на самом деле пойдет ладью на вторую. Так-то мало не покажется, кстати, сейчас. Не, ну ладья D3, ладья E2, ладья D7, может, мы? Ну да, но там А, просто там какие-то маты, там какие-то. фишки, да? Ну, может, их нет. Ну, ходи, ладно, уже. Так, а если ладья E4, ладья E4, король F2, ну это опасно выглядит как-то, король у нас, соответственно, ладья Мгм. D3. Блин, ну машина такая, хорошо играет. Вообще. Космос просто, техника. Но с другой стороны, Ладья B3, да? это дает там, да, возможность пойти ладья B3. Ага. Так, а И это, что? это Он дело что-то- к ничьей идет, да, И наверное? что-то там, да, я как-то. Но он понял, что как бы нас не пробить. Нас сложно взять так. Так, да, ладья b4. Можно, кстати, король g4 и ладья g3 вот так перекрыться. Ну да, я так думал тоже, да. Давай. Интересно, можно ему ничью закинуть, или он до конца будет играть? Вадик, ну, выясним, похоже. Ну, Слушай, конечно. может, не, h5, ладно, h5. Конечно, он до конца будет играть. Так. Давай ладья Ну, f4. ты можешь ему намекнуть, как бы, как-то вот король h3 и обратно. Так, мне кажется. Не, он тогда ладья h1, ладья h2 начнет цепляться. Блин, как ты его читаешь. Ну, ладно, да. Я Так, плохо понимаю его логику. Ты явно понимаешь его лучше. так, и что нам делать? Ладья g на f3, да, хочет спать? Прям хочется, да, именно? Ну, ладно. Давай. Так. Давай обратно. Неужели мы уложимся? Нет. 65 ходов, я хотел сказать. Хотел но нет. сказать хороший человек, но вспомнил, что это бот. Ура, ничья. Да, вот это была битва. Ну, Капабланка сильный игрок, да, безусловно. Мгм. Надеюсь, партия доставила вам удовольствие. Не знаю. У меня какое-то было ощущение, что просто один человек с двух сторон как бы играет. То есть он как бы играет сам с собой. Где-то я пешку съел на старте, потом вот когда мы стали вместе с этого эндшпиля, уже все как бы это просто... Игра была интересная, то есть мы с Даней сыграли 3 партии. Итоговый результат 1,5 на 1,5. В первом поединке нам удалось одержать победу, во втором, к сожалению, мы не смогли удержать преимущество в счете. И ну, в третьей партии тоже защищались, но спаслись. Вот. Мне понравился этот опыт, интересно было. Ну, нет, ну понятно, если серьезно говорить, просто у нас уже какой-то такой плюшки-шоу немножко. Если серьезно говорить, то вообще не близко. То есть это сильные боты, но они никакого не имеют отношения, конечно, к этим людям. То есть там идея, что они как-то стилистически подогнаны, там что-то какие-то кастомные движки. Да нет, конечно. Это просто сильные компы, которым вбили там дебютную базу этих чемпионов, и дальше играет просто комп. Там абсолютно одинаковый, я думаю, и за Тали, и за Капабланку, и за всех остальных. Вот. Ну, это как бы оправдание. То есть, на самом деле, настоящих Тали, Капабланку и Морфи, конечно, мы бы легко обыграли. Вот, но просто это не они, поэтому мы сыграли хуже. Единственное, я вот хотел добавить еще насчет ботов. Да, мне кажется, что вот второй и третий бот, они похожи стилистически. Потому что, ну, манера игры, вот во второй партии нас раскатывали в эндшпиле, и в третьей партии давили. стилистически, это просто комп сильный, а Морфи слабый. Ничем они не похожи, Владик, это просто комп один и тот же, Стокфишем Да, называется. но тем не менее чувствуется такая одинаковая манера игры вот в последних 2 партиях. А в первой Да, партии, да. когда мы выиграли, Ну, слабый комп, потому что... там послабее был соперник. Да. Да. Но с живыми игроками было бы интереснее сыграть, конечно. Вот. Друзья, мы надеемся, вам понравилось это видео. Мы сыграли интересные партии. Смотрите Team Spirit, играйте в шахматы. Если вы будете играть с ботами, пишите нам в комментариях о своем опыте. Может быть, когда-нибудь мы даже выдадим какой-нибудь приз человеку, который сделает за 3 партии больше ходов, чем Владислав Артемьев. А пока смотрите Team Spirit Chess, болейте за нас и до новых встреч.